поселке Глинищево, что в Челябинской области, жизнь текла своим чередом. Шахтеры, занятые трудным и опасным делом, нехотя покидали свои уютные дома, чтобы отправиться на смену, где каждый день подразумевал риск, мужество, а иногда неимоверную радость от удачно выполненной работы. Они возвращались поздно, усталые, с накаленными нервами и руками, привыкшие к холодным ремням и запаху керосина, но все же находившие в себе силы улыбаться своим близким и рассказывать о том, как прошел день. В этом небольшом поселке никогда не происходило ничего необычного до того судьбоносного дня, когда едва ли непривычным шумом забойных машин был всполошен мир шахтеров. Этот шум, будто удар по времени, стал бытующим напоминанием о том, что жизнь здесь вращается вокруг глубоких подземелий и непростых задач, которые требуют мужества и терпения. Одним из рабочих, трудившихся под землей, был Сергей. У него была семья, маленький сын, которого он безумно любил, и мечта о новом доме, где они смогут жить без страха за завтрашний день. Сергей был обычным человеком. Он носил на груди фото сына, в кармане держал теплое слово напоминания о доме, где никто не кричит, и мечтал о спокойной старости, проведенной рядом с любимыми людьми в теплом доме, наполненном детскими смехами. Каково же было его удивление, когда во время очередной смены он и его коллеги наткнулись на странный саркофаг, сделанный из камня. Сергей никогда не видел подобного артефакта, и он сразу почувствовал, что увидел нечто большее, чем просто старую каменную вещь. Саркофаг казался древним, тяжелым и загадочным, будто был создан не то для охраны какого-то поколения, не теми людьми, которые жили здесь в наши дни, а кем-то далеким и могущественным, чье имя еще не было произнесено. Длина находки составила 2,5 метра. Сначала шахтеры подумали, что это может быть древняя артефактура, возможно, даже усыпальница, скрытая под слоями пыли и времени. Шум и смятение охватили бригаду. Хвосты мыслей и догадок переплелись в разговорах, которые звучали громче гудящего оборудования. Когда саркофаг подняли на поверхность, к месту находки собрались прораб и другие рабочие. Все с нетерпением ждали, что же ждет их внутри. В этот момент все присутствующие обомлели. В гробу лежала высокая женщина, казавшаяся покойной, но удивительно выглядевшая живой. Ее черты не отражали призрак смерти, а передавали нечто иное — спокойствие и таинственное обаяние, словно она находилась между мирами. Она была одета в легкое платье, а ее волосы, русые с золотистым оттенком, спадали на плечи и обрамляли лицо, придавая образу некую неземную чистоту. У нее были большие лазурные глаза с широко распахнутыми веками, которые, казалось, смотрели прямо в душу каждого, кто осмелился взглянуть на нее. Женщина находилась в жидкости розоватого оттенка, и это еще больше усиливало ощущение нереальности происходящего. Все, кто видел ее, были поражены красотой ее лица. Притянуло одной секунды, чтобы понять. Это великолепие было чем-то совершенно особенным. Шахтеры смущались и искали объяснения. Но как можно объяснить то, что не вписывалось в привычный порядок вещей? Прошло 15 часов, и находка привлекла внимание практически всех жителей поселка. Каждый из них хотел хоть на мгновение заглянуть в гроб и увидеть это чудо, которое, по их мнению, могло рассказать историю земной древности. Загадочная женщина стала центром внимания. Ее облик принял характер местной легенды, которая вскоре разлетелась по округе. Местные жители твердили, что несмотря на то, что женщина, казалось, была мертва, у них складывалось впечатление, что она просто спит, как будто ее сон длится дольше обычного. Она красиво, будто сошла с картины. Шептали между собой соседи, а пожилые женщины вспоминали о сказаниях предков, в которых упоминались духи и души, говорящие о жизни после смерти.
Но вскоре о найденном саркофаге узнали местные власти. На место обнаружения прибыли военные, полиция и пожарные, ставшие свидетелями ощущения надвигающейся опасности. Население Глинищева немедленно предупредили о необходимости покинуть место находки. Гроб, который не более чем несколько часов назад казался чудом, теперь стал объектом подозрения и некой угрозы, которую нужно было изолировать. После того, как зеваки были разогнаны, органы власти провели полное оцепление территории, ввели пропуска и ограничили доступ к месту происшествия. Научные работники и медики из администрации записали в список тех, кто должен пройти карантин. Все, кто дотрагивался до саркофага или находился в непосредственной близости к нему, включая Сергея, подлежали тщательному обследованию. Страх овладел жителями поселка. Слухи начали расползаться, и каждый предполагал, что же на самом деле скрывает этот таинственный каменный ящик. Спустя несколько дней саркофаг был отправлен в Санкт-Петербург, где его ожидали ученые, специализирующиеся на биологии и археологии. Сообщения о находке молниеносно разлетелись по стране, и вскоре это стало предметом обсуждения на телевидении. Упоминания о древней женщине из Глинищева привлекли внимание общественности и научного сообщества. Команда ученых, собранная специально для изучения этой находки, включала в себя генетиков, историков и антропологов. По их первичным анализам, женщине, лежавшей внутри саркофага, предположительно было около 800 миллионов лет. Этот вывод шокировал мир. В течение всей истории человечества утверждалось, что человек разумный обитал на планете не более 200-300 тысяч лет. Полученные данные шли вразрез с известными теориями происхождения человека. ДНК-анализ показал, что она принадлежит к славянской группе, что вообще не стыковалось с хронологией. Как мог житель этого региона существовать так давно, до появления динозавров? Ученые были в замешательстве. Что же они нашли? Возможно, это была ошибка в расчетах, крайне неопределенные результаты тестов или загадка, скрывающаяся в недрах нашей планеты. Исследования продолжались, и общество было в ожидании. Научные деятели терзали себя вопросами о том, что на самом деле произошло в Глинищеве, и каковы были истинные корни этой женщины. Тем временем в поселке царило смятение, и страх перед неизвестным вновь охватил сердца людей. Сергей, один из тех, кто первым нашел саркофаг, догадывался, что, скорее всего, он не единственный здесь, кому это казалось странным. В связи с тревожной обстановкой жители начали терять надежду на нормальную жизнь, и только крепкая дружба и единство помогали находить выход из стрессовых ситуаций. Срываясь с цепей, слухи о древней женщине множились. Может быть, она спит, ожидая, когда придет ее время? Или она нечто большее, чем просто человек? Может быть, она стала жертвой какой-то древней магии? Пересказывали в своих домах, пытаясь найти объяснение странному явлению и находя утешение в рассказах предков. Как только кто-то начинал рассказывать о таинственном происшествии, восхищение и страх в сочетании с другими эмоциями возбуждали интерес. Но при этом все чувствовали и страх гнева незримого существа, которое, как им казалось, глядело на них из темноты времени. Ученые в Петербурге работали, не покладая рук. В их лабораториях проводились сложные эксперименты и тесты, чтобы выяснить, возможно ли объяснить огромную временную пропасть между предположительным возрастом женщины и историей Земли. Они были единственными, кто занимался более глубокими исследованиями. Их консилиум обсуждал все, от генетической природы, находки, до возможных социальных последствий, которые может повлечь раскрытие истинной истории этой древней женщины. Тесты показывали, что, судя по всему, у нее не было никаких заболеваний, которые могли бы объяснить странное состояние ее тела. Вокруг противоречивых данных исследователи выражали беспокойство о том, что последствия для науки могут оказаться невообразимо большими. Научное сообщество
волновали вопросы о том, что они могли бы узнать, основываясь на этом открытии, потому что находка угрожала устоявшимся теоретическим основам их профессии. Между тем, в Глинищеве жизнь продолжала течь в привычном ритме. Но в селах и городах начали распространяться слухи, сравнявшие историю Глинищева с легендарными произведениями искусства и культуры. Женщина из Глинищева вызывала интерес не только у ученых, но и у обычных любителей приключений, которые начали стекаться к месту находки, ожидая, что это принесет им богатство или известность. Недалеко от поселка власти были вынуждены принимать дополнительные меры, чтобы сдержать поток людей, желающих увидеть находку своими глазами. Они установили информационные щиты с предупреждениями о том, что проход к месту находки полностью закрыт. Укрепили охрану и выставили посты, чтобы контролировать поток тех, кто решил вторгнуться на запрещенную территорию. Сергей нервно прислушивался к обсуждениям. Какой импульс дала эта находка? Стали ли они частью чего-то большего, чем можно было представить? Глядя на темные горизонты, он чувствовал, как зреет в нем тревога. Но что бы это ни было, он знал, это все изменит, это станет началом новой эры. В тот ненастный день, когда о находке узнали в стране, началась совершенно новая глава не только в истории Глинищева, но и всего человечества. Тайны, таящиеся в саркофаге, оставили след не только в науке, но и в сознании простых людей, верующих в магию, силу и величие истории. Эта загадка, родившаяся в шахтерском краю, не просто окутала поселок легендами, но, возможно, стала основой глубоких исследований и размышлений о человечестве с новой перспективы. Как бы там ни было, пока ученые мучились вопросами и теоретизировали о том, что нашли в Глинищеве, жизнь продолжала течь, меняясь, трансформируясь и наполняясь новыми значениями, как это происходит каждый раз, когда человечество сталкивается с чем-то, что вырывается за пределы времени и пространства. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.